Сталкер Тень Чернобыля. Спустя много лет мне захотелось перепройти игру, но уже в более обновленном виде, ведь модом на эту игру уже ни много ни мало 18 лет. И наверняка вышло что-то годное за это время. Охота увидеть новое оружие, детализированные обновленные локации, дополнительные геймплейные фичи и все в таком духе. Думаю, вы поняли, куда я клоню, то есть увидеть игру в более современном варианте, и чтобы это не сильно выбивалось. И не рушил общую атмосферу оригинальной игры. Поискав в интернете, можно найти несколько вариантов. Есть моды, обновляющие игру, а есть те, которые делают ее полное переосмысление. По типу как OGSE, OGSR, NLC7, Darkest Time, Prosectors Project. Меня же интересовали первые. Наиболее похожими здесь являются несколько проектов. Это Тень Чернобыля Update, Extended Pack, Тень Чернобыля Rebuild и адаптация Ганслингера. О последнем и пойдет речь в сегодняшнем видео, так как проект уже можно скачать. Он активно обновляется уже несколько лет, и в целом проект показался мне довольно интересным. Всем привет, это Крамер, и сегодня у нас Ганслингер Adaptation, обновленный сталкер Тень Чернобыля. Мод я уже прошел полностью. Сразу отмечу, что на максимальной сложности. Причем 2 раза. На эфирах и для этого ролика. Это было сделано, чтобы понять экономику и баланс. И с этим в моде все в порядке. Разобрал многие его детали и спешу вам рассказать все в мельчайших подробностях. Думаю, многих заставит перепройти оригинальный сталкер Тень Чернобыля. Ну или хотя бы вы кратко узнаете, что это такое. Итак, начнем. Тень Чернобыля, на мой взгляд, это лучшая часть. Из X-Ray трилогии Тень Чернобыля, Чистое небо и Зов Припяти. Здесь и прописанный лор игры, хороший сюжет, отличные лаборатории. Игра и по сей день смотрится приятно. Но вот оружие, на мой взгляд, уже никуда не годится. Ганслингер Adaptation полностью обновляет оружейный пак. Это измененные оригинальные пушки. Добавлены новые, уникальные и именные образцы. Различные снайперки. Пулеметы. Обновленная гаусс-пушка из Ганса. Добавлена система тактических модулей. Лазер и фонарик теперь не просто красивая вещь на оружии, теперь они функциональные. Все удобно включается, отключается, можно поставить также штык-нож. И он тоже рабочий. В видео будет несколько моментов, где я что-то не озвучиваю, потому что условно на какой-нибудь перезарядке или анимации комментарии будут излишними, а пушки вышли действительно годными. Смотрим дальше. Смотрите, в моде не то что много оружия, но его и немало. Я покажу футажи лишь нескольких пушек, которые мне очень понравились, дабы видео не было слишком затянутым. Все прицельные сетки переработаны. В моде системы оптики Picture in Picture. Картинка в картинке. Но можно и отключить это, и будут обычные 2D сетки. Появилась возможность переключаться между прицелами. Это с оптики на мушку или коллиматор, или альтернативный прицел, по типу как это сделано для P90. Прицельные сетки можно изменять в процессе игры нажатием соответствующей клавиши. При этом пушка слегка подергивается при переключении, что придает немного реалистичности. То же самое и с ПНВ прицелами. У них можно менять яркость.
В данном моде вы все так же в одиночку бороздите просторы чернобыльской зоны отчуждения. Это, конечно, хорошо, но иногда охота поиграть и с настоящими людьми. Вы когда-нибудь играли в GTA Stalker? А в Stalker с другими игроками через мультиплеер? Ну вот, это и есть. Вернее, будет это весной. Разработчики Amazing Online анонсировали глобальный ивент под названием Stalker. Тизер уже выглядит лучше, чем в оригинальном последнем Сталкере. А что такое Amazing Online? Это бесплатная компьютерная онлайн-игра с ролевым режимом про Россию, СНГ и знакомые всем нам просторы. Пока все ждут ивент Stalker, попробуй прочувствовать атмосферу России и достичь любых высот. Прояви себя в этом городе, следи за соблюдением порядка среди горожан, стань частью преступного мира и завоюй уважение. Или же просто погрузись в атмосферу безопасности и радости, которая царит здесь и сейчас. А еще Amazing Online запустили розыгрыш для всех желающих. Видеокарты, игровые ноутбуки, мониторы и множество призов. Для участия в розыгрыше нужно просто играть и все. До встречи в Amazing Online. Запустится даже у тебя. При попадании по NPC игрок сможет услышать соответствующий звук. Если в тело — это один звук, в голову — другой. И хеды стало раздавать еще более приятно. Замечательное нововведение, на мой взгляд. Все оружие можно рассмотреть. Просто держишь пушку в руках и нажимаешь соответствующую клавишу. Жаль, что отсмотр не с двух сторон. Как это можно увидеть в сборках на Anomaly. Но и это уже хоть что-то. Думаю, многим не хватало в тенях Чернобыля ремонта броников и оружия, особенно когда покупаешь уникальную грозу. Теперь в зоне есть техники, и они запросто смогут починить ваше снаряжение. Все очень просто. Подходим к технику. Выбираем внизу ремонт, апгрейд. Далее в левом окне предмет, который хотим отремонтировать или улучшить. Вот это было необходимо. Теперь играть станет комфортнее. Большинство портов Ганслингера были неполными. Да, там были пушки из мода. Их даже включали в сборки на Anomaly. Но не было изменения оружия при модификации у техника. А это очень важно. Теперь все оружие изменяется по мере апгрейда. Апгрейд у техника происходит по порядку. Не нужно нажимать все сразу, как это было в Зое Припяти и других модах. Отже, викладай. Брони, костюмы и комбинезоны также можно улучшать. Но здесь предстоит сделать выбор. Все, улучшить не удастся. Поэтому необходимо тщательно выбирать, что игроку предпочтительнее для прохождения. Для того, чтобы прокачка у техников стала возможной, им нужно принести инструменты. Информацию о примерном местоположении инструментов можно купить у осведомителя. Стоит это недорого, но разбавляет прохождение. Наконец-то осведомитель стал полезным. На кордоне техник просит инструменты для грубой работы. Ну, привіт. В баре для тонкой. И на складах нужна калибровка. Хорошо сделано, что не нужно носить каждому технику по 3 набора. За это прям спасибо. В игре появились ремонтные наборы. Теперь в любое время можно самому отремонтировать снаряжение. Достаточно лишь иметь при себе ремонтный набор. Купить их можно у торговцев, стоят они недорого. Теперь при переодевании, будь то комбинезон или различные шлема, игрок будет видеть анимацию. Не сильно важная вещь, но это плюс к атмосфере и погружению.
употребление всех продуктов питания и медицинских препаратов теперь анимировано. Очень понравилась анимация поедания тушенки. Ее количество при поедании уменьшается. Такого я не видел даже в Таркове, Stalker 2 и других модах. Моя бутылочка, сяду на тебя. Добавлен новый предмет — сухпайок. У нас было 2 пакета травы, 75 таблеток мескалина, 5 упаковок кислоты, полсолонки кокаина и безграничное множество транквилизаторов всех сортов и расцветок, а также текила, ром, ящик пива, пинта чистого эфира и амилнитрат. Добавили сигареты. Здесь зачет. Пустые банки, бутылки и другая тара, как и в оригинальном ганслингере, после употребления будут валяться на земле. Найденные артефакты теперь можно рассматривать в руках, а вернее их 3D-модель. Эта фишка не новая. Ранее это можно было увидеть впервые в моде про Sectors Project, далее в сборках на Anomaly и Stalker 2. Каких-то бафов осмотра артефактов не дает, но фичи интересные. Теперь игроки не увидят поля артефактов, как это было ранее. Для этого понадобятся детекторы. Все артефакты в моде исключительно находить потребуется около аномалий. То есть вам придется проверять каждую рандомную аномалию на локации. Это мне нравится намного больше, чем это было в оригинале, Зове Припяти и в большинстве сборок на Anomaly. Есть всего 3 детектора – Отклик, Медведь и Велес. Сварог тут не нужен, расскажу далее про это в видео. В моде нет выбросов, но артефакты спавнятся, как я понял, через некоторое время, при перезаходах на локацию. В игре появился детектор аномалий, который прямо на миникарте отображает те или иные аномалии. Фича не новая, и еще со времен солянок и ранее это можно было увидеть. Но в этом нет ничего плохого. А что еще придумать? Отдельный девайс создавать, чтобы он лежал в руках и показывал аномалии и очаги радиации? Это получится как раз сварог, только не показывающий артефакты. Но может когда-нибудь это сделают для Anomaly. За уже 18 лет многие наизусть изучили все тайники в игре. Теперь они переработаны. Хабар в них перебрали, и имеет смысл проверять все их заново. Кроме этого, тайники имеют подписи, где указано, какой хабар лежит внутри. Это не в новинку для модов на Stalker, но в новинку для оригинального ТЧ. А с переработанными тайниками кому-то это будет полезным и спасет от беготни. Кстати, про беготню. В оригинальном ганслингере игроку нужно постоянно сжать Shift для спринта. Это ужасно. И поменять это нельзя. Здесь такого нет. Все так, как было в оригинальном ТЧ.
Игра загружается теперь предельно быстро. Что сделал автор, я не знаю. Может, это движок или свои наработки. Но разницу с оригиналом игроки точно ощутят. Имейте в виду, что мод я тестировал на SSD M2 и на i9 12900, и на HDD и более слабом процессоре он будет работать медленнее. И наоборот. У главного героя Меченого появилось тело. Теперь, опустив камеру на землю, вы увидите тело персонажа в соответствующем снаряжении, плюс погружению и атмосфере. Чем больше хабара несет игрок, тем медленнее будет двигаться главный герой. И наоборот, то есть не просто будет жестче лететь по узкой выносливости, как это было ранее. Скорость также режется. Логичная фича, идем далее. В процессе прохождения игры так или иначе вы будете менять снаряжение. Но где его брать? Здесь, как обычно. Выполняя сюжетные задания, ассортимент торговцев будет изменяться. Вот, например, ассортимент Сидоровича. Бармена. Петренко. Скряги. И Сахарова. После прохождения всего сюжета. Есть из чего выбрать и с чем побегать. Как и во многих модах на OGSR и сборках на Anomaly, PDA приобрел 3D-вид. И знаете, играя в Gunslinger, я поначалу радовался такому PDA, потом он начал приносить дискомфорт. В Anomaly это дело поправили. PDA значительно переработали. Данную модель PDA я видел в кооперативном Зое Припяти. Изначально, вероятнее всего, это был в моде Multiplayer Extension. При желании, конечно же, можно вернуть классический 2D-вид, если кому-то 3D-вид неудобен. Один очень интересный момент. В подземельях PDA работает с помехами, так как сигнал в подземельях значительно хуже. Выглядит это круто. Спасибо за такое отношение к деталям. Что такое случилось с тобой, Ю? Старый, ну чё ты? Блядь, а? В игре теперь значительно увеличено разнообразие гранат. Это стандартный F1, РГД, добавили РГН, РГО, М67, дымовые, светошумовые, хатапку. РГН и РГО это всегда надо, так как они детонируют моментально при соприкосновении с какой-либо поверхностью. И игроку не нужно смотреть, как бот убегает от нее. Идем далее.
Подбор всех предметов теперь анимирован. Будь то артефакт, водка, да что угодно. Анимация есть даже при лутинге хабара с NPC. Открыв карту, можно обратить внимание, что появились значки спальных мест, чтобы можно было промотать ночь. Очень удобно. В оригинальных тенях Чернобыля не то чтобы этого не хватало. Ночи там были светлыми. Скорее этого не хватало в чистом небе, где ничего невозможно было увидеть, если не выкрутить гамму. Но почему бы нет? Мне часто нравится бегать днем. И скорее это плюс и расширение возможностей игрока. В оригинальных тенях Чернобыля самыми полезными артефактами были артефакты на повышение выносливости. Далее шли на снижение накопленной радиации. И еще реже использовали артефакты на пулестойкость, не считая маминых бус. Под финал они висели на постоянке. Как по мне, свойства некоторых артефактов в тенях Чернобыля были спорными. Далее в чистом небе их переработали. Так и в данном моде свойства изменили. Смотрите сами. Приборы ночного видения в оригинале были ужасными. Они больше вызывали дискомфорт. Лишний шум в ушах, фильтр, да еще и с помехами. Глазам от этого было больно и польза ноль. Это пример того, как не надо делать. Хотя у GSC все время проблемы с ПНВ. ПНВ мы, как и бинокль, не вводили, чтобы ваш комп не охуел и вы не видели баги. Меньше видишь, меньше багов. В данной адаптации ПНВ переработали. До того, что можно увидеть в аномалии, здесь далеко. Такие ПНВ, помню, были в сборке Стасона в свое время. Но все же это лучше, чем было в оригинале. Как и во многих сборках на зов Чернобыля, аномалии и так далее, в данной адаптации сделали анимации добычи трофеев. Мутантов здесь не прямо что много, их тут обычное количество, их части стоят дорого, так что лишний раз наклониться за какой-нибудь пяткой кабана будет не в тягость. Как раньше включить фонарик при старте игрок не сможет, и придется довольствоваться его ручным собратом. Светит он отлично и на большие расстояния. Со временем, получив шлем или более крутой комбинезон, ручной фонарик больше не потребуется. А, здоров. И да, можно включить налобный фонарик, ручной фонарик и фонарик на пистолете. Экономика здесь в целом приятная. Напоминаю, я прошел мод полностью на эфирах, плюс еще раз для этого обзора. И все разы на максимальной сложности. Находишь оружие и продаешь его. Также и артефакты стоят денег. Дикого гринда здесь нет, как и халявы тоже. Но немного перенести хабар и поискать артефакты все же потребуется. Если вы фанат хардкорных модов, где за костюм нужно знатно припотеть, работая на торговца, то экономика покажется легкой прогулкой. В магазин за охотой крепкой. Я бы для себя немного усложнил экономику на максимальном уровне сложности.
Голова, глаза. Первой пулей, ёпта. Кстати, забыл сказать, что ТТХ оружие в адаптации мне понравились. Стрелять приятно, но и прилететь может в ответ. Многие иконки переработаны. Большая часть из них взята из модификации NLC7, плюс ганслингер. Здесь больше нечего добавить. Смотрятся они органично, ничего не выбивается и не режет глаз. Если подобрать гитару на элеваторе в темной долине, то на ней игроки смогут поиграть. Можно увидеть анимации игры, но это будет просто заранее подготовленная композиция. Самому выбрать аккорды и сыграть свою песню вы не сможете, как это, например, было в моде Alone in Winston. Все звуки оригинальные, как и крики бандита. Вот это как медом помазал. Были добавлены различные жесты, которые вы сможете показать кому-то. Зачем это нужно, не спрашивайте. Может, кто-то захочет поставить дизлайк Сидоровичу или лайк этому видео. Кстати, спасибо за лайки и комментарии под всеми видео. Для сингл-игры от жестов мало пользы. А вот в кооперативе это совершенно другое дело. Вот пример, как мы с Орлеоном, проходя зов Припяти, выбирали, кто будет первым что делать. И там это работало идеально. Вообще думайте сами, нужно это в моде или нет. Ну ты быстро прям как-то я аж убрал. Так, теперь готов. Раз, два, три. Бумага. Это кто пойдет в аномалию, да? Да, вот выбрать. Но это нет, это прям тема хорошая. Когда говорят о ганслингере, то многие вспоминают контролера, бюрера и их способности. Сразу отмечу, что тайминги бюрера здесь нормальные. Не нужно постоянно нажимать F5 и D для его убийства. И да, в оригинальном сталкере Тень Чернобыля не было бюреров. С контролерами все то же самое, что было и в оригинальном ганслингере, разве что здесь они немного попроще. В общем, все играбельно и удобно. Это важный момент, который необходимо было указать в видео, в отличие от других мелких деталей оригинального ганслингера. При открытом инвентаре вы можете перемещаться, но будете делать это значительно медленнее, а бегать и вовсе нельзя. Вот такая мелкая правка. Как по мне, совсем убирать ходьбу с открытым инвентарем не есть хорошо. Это больше подходит для хардкорных модов, где требуется максимальное погружение. И здесь все сделано вполне логично. Небольшое дополнение. Вы не сможете открыть инвентарь, пока что спринтите. Необходимо остановиться и только тогда нажать клавишу открытия инвентаря. Или перейти на бег, который в сталкере включен по умолчанию. Открытие рюкзака теперь сопровождается анимацией. Тайминги здесь хорошие, все довольно шустро. При желании это можно отключить. В зависимости от вашего комбинезона рюкзак будет изменяться. Так, например, для куртки новичка будет вот такая моделька. Для куртки бандита другая. И далее, далее, далее. После прохождения основного сюжета, игрок сможет продолжить путешествовать по зоне во фриплее. Переходы все открыты, можно вернуться обратно, если будет желание побегать дальше.
Хоть мод и базируется на платформе OJSR, где можно с зажатой клавишей Shift перекладывать весь стак предметов, в данной адаптации ввели дополнительную возможность перенести весь стак предметов через правую клавишу мыши. Дополнительные моды. При желании можно установить дополнительные моды. Их сделано уже достаточно много. Спасибо всем, кто делал, адаптировал, тестировал и так далее, и так далее. Есть из чего выбрать. Это и Absolute Nature, Сиджим, Autumn Aurora, измененный интерфейс в стиле Stalker 2, альтернативные звуки выстрелов и перезарядки, HD модели, гайка вместо болта, обновленные текстуры детекторов. В общем, можно все собрать по своему вкусу. Я все ставил это через обычный менеджер модов. Менеджер модов изначально будет в папке с модом, и скачивать и ставить его не нужно. Обращайте внимание, что некоторые моды несовместимы. Где-то могут быть баги и прочие ошибки. Для чайников не ставьте прям все моды. Поставил один, проверил, работает, ставишь другой. Было множество случаев, когда народ ставил одновременно несколько паков растительности, HD модели и так далее. А потом говорили, что мод не работает. Да у меня игра не работает, нихуя! Как же ставить эти моды? Скачиваем интересующий мод. Дальше в папку мод закидываю моды, которые вам необходимы, если вы их вообще скачивали. И папки должны выглядеть следующим образом. Допустим, название того, что вы хотите поставить. Например, делаем папку гайка вместо болта. И далее кидаем геймдату с модом в эту папку. Смотрите, чтобы не было геймдата. Это неверно, мод работать не будет. Заходим в менеджер модов. Кликаем один раз по нашему моду слева, включаем мод нажатием стрелочки. Все готово. По такому же принципу можно включить мод. Смотрите сами и тестируйте. Для себя я поставил следующие моды. Выводы. Для себя я отметил, что Gunslinger Adaptation является чуть ли не лучшим портом Gunslingera, который вообще делали. Я, конечно, обожаю сборку Gunslinger плюс Misery, но это, скорее всего, заслуга Misery. Здесь радует, что автор не остановился на одном только Гансе и добавляет что-то свое. Все эти мелкие детали и правки положительно влияют на формирование образа действительно качественного проекта. Надеюсь, он и дальше будет развиваться. Ведь, как уже сказано, проектов, обновляющих оригинальный ТЧ, не так много. И всегда нужна здоровая конкуренция и возможность выбора для игроков. И я уверен, что многие напишут про апдейт. И ладно, когда он выйдет, мы получим, надеюсь, еще один качественный проект. А в Gunslinger Adaptation уже можно поиграть и все посмотреть самому. Мне было приятно проходить данный мод, порт, сборку. Хотя я не фанат Ганслингера и больше люблю пушки из Аномали или Таркова. Как по мне, автор проделал качественную работу. Теперь о минусах. Их не так уж много. И для кого-то это не будет недостатком. Некоторые анимации кривые, та же бутылка. Плохо работает уборщик. Все пушки, банки и бутылки, пока я проходил мод, так и валялись на своем месте. Хотя, может быть, так и задумано. Нет худов шлемов. Это прям больно. И еще, впервые вообще в модах увидел такую фишку, как задержка стрельбы. Это фича, но она вполне логичная. Но и от нее вы будете пригорать. Главный герой не будет стрелять из оружия, пока что пушка не вскинута полностью. То есть вы нажимаете правую клавишу мыши, и вам нужно подождать какое-то время. Будто бы главный герой прицеливается, и только потом вы сможете стрелять. Если нажать правую клавишу мыши, а потом левую, даже с довольно большой задержкой, оружие стрелять не будет. Показываю пример. Сейчас вы услышите два щелчка. Это правая клавиша мыши, а потом левая.
Еще раз напоминаю, фича логичная, но возможно у кого-то от нее пригорит. В общем-то и все. Сделать бы еще какой-нибудь крафт и больше заданий, и было бы совсем хорошо. Установка мода Gunslinger Adaptation. Мод ставится на оригинальный сталкер Тень Чернобыля, 6-й патч. Можно ставить как на пиратку, так и на Steam версию. На Steam версии мод работает, но запустить через сам Steam вы его не сможете, только через ярлык. Поэтому я покажу на примере пиратки. Если вступить в наш Telegram, то там можно найти трилогию сталкера со всеми патчами. Скачиваем мод. Далее нам нужно распаковать архив. Всегда рекомендую использовать 7-zip. Это архиватор. Весит он немного, но крайне полезен. Далее все содержимое полученной папки необходимо перекинуть в корень. Заходим в папку bin, перетягиваем X-Ray Engine и создаем ярлык. Переименовываем его по желанию. Далее нужно установить и поставить фикс или патч, если таковые вообще будут на момент просмотра видео. Все так же разархивируем. Bin и геймдату нужно закинуть в корень с заменой. Установка готова. Теперь заходим в геймдату. Sounds и удаляем данную папку. Дело в том, что изначально мод идет на украинском языке. Удаляя данную папку, вы вернете русский язык. Но еще нужно будет вернуть озвучку техников. Спасибо Кефиру за инструкцию. Если что, ищите на форуме этот пост. Далее заходим в игру и меняем язык на русский. Если вы не хотите ставить никакие моды, а про них я говорил ранее, то установка завершена полностью. Один очень важный момент. Предполагается, что у вас на компьютере уже есть все драйвера. Мод не установит вам драйвер, как это делает Steam. И если какие-то ошибки по OpenEL, DirectX, Microsoft библиотекам, или вы только-только обновили компьютер и у вас ничего нет, то для того, чтобы поиграть в мод, нужно ставить драйвера. Это замечание совсем для новичков. Опытным фанатам модов про это говорить не нужно. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постарайся. Ну вот и все, выжившие. На этом сегодняшнее видео подходит к концу. Спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии. Я все их читаю, и спасибо, что вы их пишете. Надеюсь, видео вам понравилось. Пишите, что думаете про мод, и увидимся. А на этом все. Пока, друг. До новых встреч. Это был Крамер. Конец сообщения.